Всем привет! Меня зовут Вита, я автор шарнирных кукол и игрушек, а также коллекционер кукол. Сегодня я пришла на прекрасную выставку «Территория кукол». Она проходит второй раз и впервые будет проходить Doll Vibe Awards. Это новая номинация для кукольных блогеров и кукольников, в которой могут принять участие совершенно любые блоги, и фото, и видео, и с разным количеством подписчиков. Так что заглядывайте, если вы еще не знаете, что это такое, смотрите номинантов и участвуйте в следующем выдвижении номинантов, голосуйте за них. Ну а мы пойдем смотреть, что на выставке. Погнали!
Мы рядом со стендом замечательного мастера шарнирной куклы Иры Татарниковой. Привет. Привет, Ирочка. Привет, Ира Рита. моя подруга и как коллега, да. помогает создавать кукол других авторов, формует, а мы помогаем ей создавать ее собственные кукол, мы их льем. Да? Да. Я подмастерье. Подмастерье. Ну, и мастер шарнирных кукол. Мастер шарнирных кукол. Расскажи, пожалуйста, собственно говоря, про свое творчество. Да. Как давно ты создаешь эти замечательных кукол? Кукол БЖД я начала создавать примерно 1,5 года назад. Или 2. Вот. Ну, по крайней мере, первую куклу я сделала в течение 1,5 лет. До этого я занималась куклами Блайс, и вот сейчас я полностью перешла на БЖД. У меня уже появилось 4 мужских молда и 2 женских. Вот. Эти куклы, они формат 1:6 на подростковых телах высотой 32,5 сантиметра. И у них можно менять лица, то есть если одна кукла и 2 или 3 разных образа, то есть можно заказать дополнительную лицевую панель. Понятненько. Вообще Ира художник по образованию и увлекается именно портретами, да, портретист. Да. Вот. Да. Именно поэтому у нее столько молдов, и я бы сказала, что у Иры одни из лучших и характерных лиц шарнирных кукол. Особенно мне нравится ее новый азиат, барсук, да? Да, барсук. Мне кажется, он очень получился натуральным, очень этически правильное лицо, такое красивое. В общем, на ближнем кадре посмотрите. И вообще у Иры есть замечательные фотографии на странице, переходите к ней. Расскажи, пожалуйста, про процесс создания, вообще, как ты их изначально создаешь? Да, я создаю своих кукол из моделайта. Это довольно сложный для работы материал. Вот, он застывает в течение часа, то есть, подготовив смесь для лепки, нужно успеть очень быстро сделать детали, вот, потому что они очень быстро застывают. Потом нужно подождать где-то сутки, чтобы материал обрел прочность, и тогда его уже можно шлифовать. Вот, поэтому куклы лепятся очень долго, потому что я каждый раз что-то от нее отпиливаю, что-то прилепливаю, мне нужно ждать и снова пилить, поэтому у меня в работе сразу находится несколько тел. Сейчас я работаю над большими телами, возможно, что они уже будут размером 1 к 4, это будет мужское и женское тело, вот, и я очень надеюсь, что я успею сделать к Долскару в 2025 году, который будет летом. Очень интересно. Еще Ира говорила, что как раз вот это лицо барсук планировалось для взрослого, да, мужского тела. Да, барсука, я возьму тогда его. Ну, просто этот мальчик должен быть на самом деле на взрослом теле, то есть он не должен быть подростком, это скорее уже все-таки взрослый мужчина, вот, и у него пока что нет своего тела, он пока на теле подростка, вот. Ну, мне очень просто хотелось его показать поскорее, я, в общем, не выдержала и сделала его на подростковом теле. Еще надо сказать про замечательные глазки, которые стоят в вырезанных куклах, потому что это тоже делает наша подруга Надя Юми Камуи. У нее замечательные глаза. Ира, расскажи сама. Да, Надя тоже является нашей сотрудницей, нашей подругой. Мы работаем вместе, и она делает глаза для кукол. Я беру у нее глаза, потому что я считаю, что они как бы очень реалистичные и идеально подходят моим куклам. Вот. Также она делает глаза других форматов, даже для кукол Ани Пушкиной. Кстати, вот сейчас у нее появилась новинка, так что посмотрите. Да, маленький размер. Да, маленький размер глаз, причем удивительной детализации и реалистичности. То есть там пролеплена и прорисована вот эта внутренняя радужка. Она имеет объем, она блестит. В общем, практически как настоящие живые глаза. Вот, так что посмотрите, да, пожалуйста, тоже советуем. Глазки от Надежды. Оставим ссылочку в комментариях. Приходите к ней смотреть ее кукол. Да. Ладно, спасибо тебе большое, что рассказала. Рита. А мы пойдем дальше. Спасибо, пока.
сейчас хочу поговорить о Bratz, о моем любимом бренде. Замечательная девушка, представьте, пожалуйста. Меня зовут Милена, приятно с вами познакомиться. И это мой стенд, на котором представлены куклы разного формата, но в основном мое сердце всегда принадлежало и принадлежит куколкам Bratz. Вот поэтому мы и зацепились тут и пообщались уже. Да, мне очень интересно узнать подробнее, чем ты занимаешься и вообще про будущее Bratz, так сказать. Непосредственно я привожу куколок из Америки и Европы. Сотрудничество у меня идет напрямую с MJ, так как они, в принципе, выступают непосредственно прямым посредником. Сейчас для этого не нужна никакая компания, прокладка и так далее. Поэтому, в принципе, достаточно реально, мне кажется, если кто-то даже заинтересуется заниматься этим, они отвечают на почту, с ними можно общаться, да, просто впрямую, конечно, мы не пишем сообщения, наверное, здравствуйте, я русский, пожалуйста, я русский. Да, но они готовы к сотрудничеству и открыты к нему. Соответственно, я так стала заниматься чуть больше года назад, когда стала сама коллекционировать, попросила маму, моя мама логистическая компания, я попросила ее привезти первых кукол, и это были куклы Кайли. Разлетелись они у меня в 2 счета, еще из-за приятной цены, поэтому я и не поняла, как они вообще пришли. Плюс реновация вот в виде Кайли, наверное, одна из моих любимых на данный момент. Качество. Я вообще ее даже не поселила до сих пор. Приходи в гости, я тебе покажу. Волосы шикарные. Я снимаю рубрику у коллекционера. Приходи в гости, вообще без проблем покажу, они классные. Запечатлели на видео, мы договорились. Поехали. Не стесняюсь. Все, это я не стесняюсь. И вот когда после этого приехали Always приехали в 2 ряда. Сначала небольшая поставка, а потом я поняла, что востребованности все больше. И так как MJ непосредственно дают определенные корпоративные скидки на большой опыт, я и стала заниматься этим в дальнейшем. А большой опыт от скольки? Это было из разряда сначала там 10 кукол на позицию, после это было уже там, даже если 12-13, они сами готовы рассматривать опыт, рассматривать любой вид сотрудничества, так как у меня были еще и представлены некоторые другие бренды, это Rainbow High, Shadow High, LOL, OMG. Они, в принципе, готовы, мне кажется, сейчас на любой вид, который будет просто длительным. А так как они нам в ближайшие несколько лет обещают больше 5 лет сотрудничества и предлагают контракт именно на этой основе, я думаю, что в ближайшем будущем мы только будем видеть кучу новинок. Насчет звезды. Выходит же скоро. Как думаешь, кто будет? Я вообще не гадала, я даже не знаю. Мне очень интересно, потому что я видела там и Адель, и Карл Джи, и все что угодно, но все равно интереснее будет, что они нам представят, потому что да. Ну, первая была Кайли Дженнер. Интересно, что сейчас будет, потому что должно быть что-то невероятное, и то, что MJ даже анонсирует нам в каких-то там сообщениях и подкидывает какую-то информацию, что-то должно быть прям вау, взрывное. Но главное, чтобы не было, как когда готовится, подогревается, а потом такие... И не забывать о том, что публика все-таки разная, русская и американская. Это то, с чем я сталкиваюсь постоянно, потому что, так как анализируешь рынок полностью, ты смотришь, например, американских блогеров, они говорят абсолютно другую информацию, и взгляд у них на куклы вообще им другой. Не так нравится или что? То есть они недовольны? То есть у нас, например, если вот основная, там, не знаю, любая вот там коллекция Bratz, там, Jasmine, Always, например, очень сильно в российском сообществе не принимали, пока не было вот этой волнистой челки. Что же говоря, американское сообщество все скупали только Jasmine. Да. Я не знаю. Видимо, я ближе к американскому сообществу. Я первую купила Jasmine, и она очень, я очень любила Jasmine. Мне очень понравилась, я первую купила. Я люблю Саньку, они сейчас наоборот, видно, может быть, вот какой-то достойности и большого выбора темнокожих кукол, они наоборот от этого отходят. У них сейчас опять мода героиновый шик и все в светлых тонах, и они возвращаются к этому. А у меня Саша продается просто молниеносно. Кстати, Саша у нас всегда была востребована, мне кажется, наверное, потому что как раз для нас это редкость. Да, типа темная кожа. Но я тебе скажу так, наверное, последние лет 5 Сашку разбирают. До этого все равно меньше было внимания. Но сейчас любая Саша, которая приезжает, это то, что сметается в первую очередь. Даже с плохой прошивкой, даже с плохой печатью, даже с плохими какими-то коробочками, если чуть-чуть помятые. В этом плане MJ тоже легко подходит к сотрудничеству. Круто.
Они все заменяют, все меняют, все хорошо присылают, поэтому... То есть, если ты получила поставку и там брак, они тебе заменят? Они могут либо вернуть определенную сумму, так как у нас карта привязана к договору, да, либо я просто могу запросить дополнительные коробки, то есть они мне отправят дополнительные коробки. Такое бывает, но я стараюсь все равно как бы продавать. Но у нас просто покупатель, к сожалению, не всегда не понимает, да, о том, что косяк производителя — это не косяк поставщика, продавца, поставщика. И те же отзывы там на Озоне, на Wildberries, когда сваливаются на нас, потому что... Ну, это логично, люди сразу начинают писать там, от кого они получили. Да. И MJ в этом плане отлично работает. Ой, MJ вообще люблю. MJ, давайте вперед. Make Brass Great Again. Я просто очень... Мы готовы уже выезжать. Мы уже выезжаем за покорять все возможные склады и забирать что-то новое. А ты продаешь где? Через какие площадки? У меня несколько площадок. Это есть ВК-группа, телеграм-канал, он ведется больше как лайв-формат, потому что я там рассказываю про мебель, которую делаю, и распаковки собственных каких-то кукол. И ВК-группа, там уже официально тоже только продажи. Ну, ссылочку я прикреплю в описании, так что вперед забраться с углями и другими куклами, конечно же. Спасибо. Тебе спасибо большое, было очень приятно. Пока-пока, пойдем дальше. Пока-пока.
Привет! Привет! Расскажи, пожалуйста, о себе, как тебя зовут и что ты создаешь. Зовут меня Наташа, но поскольку Наташи очень много, я люблю, что я Зигон Барк. Ага, это именно название вот миниатюры бренда, можно так сказать, Зигон Барк. Да, в какой-то степени. Я вставлю надпись. Малюсенького, но бренда. Я, в принципе, художник по миниатюре, но я не доучилась, и вообще не работала по профессии, то есть это у меня только корочка такая. Но когда я сломала ногу очень серьезно, я, восстанавливаясь, мне очень потянуло снова что-то делать руками. И вот уже 10 лет, как я с огромнейшим удовольствием... Все, меня затянуло. И я делаю всякие разные штуки. Очень люблю миниатюру. Собственно, как я и была художником по миниатюре, я так им и осталась. Да. Стенд я сняла до этого, показала вам. Это все ее работа. И я абсолютный фанат лошадей. Я всю жизнь с детства безумно любила лошадей. Рисовала их с младенчества просто. И по этой причине, конечно же, я не могла обойти эту тему, да? Да, не могла не взяться за лошадей. Давай тогда сначала по миниатюре. Из чего ее ты создаешь? Это обычная полимерная запекаемая глина, как, в общем-то, большое количество прекрасных мастеров с ней работает. Собственно, ничего. Расписываешь или сразу цветные ставили? Полимерная глина, она в разных цветах продается, цвета смешиваются, соответственно, я как художник все-таки по образованию, мне обязательно надо намешать оттеночка, а потом уже либо до запекания, либо после запекания, там разные технологии, это тонируется. Тонируется, покрывается лаком, то есть воды эти изделия не боятся. И просто на касание, они, прочные и безопасные. Конечно, ацетона, каких-то механических повреждений боится миниатюра. Это понятно, конечно. Как по зрению, не тяжело такую мелкоту-то выделывать? Ох, у меня кошмарная близорукость, около -10. Потому еще больше интересно, как Наташе удается создать настолько детализированные мелкие работы. Видишь как, близорукость, она на то и близорукость, что я, если сниму очки, я не буду видеть даже твоего лица, я буду видеть контур, просто овал. Но если я снимаю очки, то я вижу там комариные лапки, я вижу комариные усики, если есть задача их увидеть. И поэтому я работаю с миниатюрой просто в буквальном смысле, на таком расстоянии. То есть мое рабочее расстояние. И без очков, получается, без очков. Очень интересно. И, мне это безумно нравится. И я понимаю, конечно, что я, наверное, глаза сажаю еще дальше. А для чего они? Для удовольствия от жизни. Это же как раз это такой любовь, значит. Кайф что-то делать руками, что лучше я это буду делать. Да, понятно. А про лошадей? Ты очень интересно рассказывал про материал, и, может, в руки возьми кого-нибудь, покажи. Например, такого ахалтекинчика изабеллового. То есть это, порода, в общем, кто разбирается в лошадях, его сразу узнают. Это очень забавный материал, очень интересный. Вообще, это считается детский китайский пластилин, который высыхает на воздухе. То есть это реально материал для ребенка маленького. Просто помять пальчиками, оно засохло, и все, и хорошо. В принципе, мастера не работают в миниатюре с этим материалом. Это какой-то мой личный, я не знаю, что. Вес, смотрите, интересно очень. Оно невесомое абсолютно. Вообще невесомое. Кусочек перышка. Как кусок пенопласта. Да. Я знаю, он когда застывает, по ощущениям такой, как немножко поролоновый, То есть эта вещь необыкновенно тактильная в руках. Очень приятный. Этот материал, он в работе как мягкое дрожжевое тесто. То есть такой прям такой. Интересно. Но он совершенно не приспособлен для миниатюры. И,
в какой-то степени, да, это вот я сама просто мучаясь, научилась вот делать Это вообще, я более сейчас или скажу, менее. как мастер, который лепит, это просто что-то невероятное. Сделать из такого материала такую То есть, миниатюру, это вот. удивительно. И оно на ощупь ощущается прям совершенно волшебно, вот как будто это Да, такая вот штука. Вообще Но это вот невесомо. самый маленький размерчик, Ага. в котором, конечно, детализацию Цвета особо нет. мордочки, ну вот по-настоящему четкую не сделать. Внутри каркас, да, правильно понимаю? Да, обязательно, потому что это действительно как пенопласт. То есть, если бы мы вот... То есть он не крошится, не ломается, но если его попытаться, как бы он... Да, если здесь не было бы проволочного каркаса, то вот представляешь, из пенопласта, да, Я лезвием поняла. вырезать предмет вот такой толщины. Естественно, малейшее нажатие, он сделает просто чпок и все. Вот. Но тем не менее, на каркасе, то есть вот я могу вот так подержать, да, он выдерживает. Конечно, как с любой, как с любой ручной да, работой, понятно. надо обращаться аккуратно. Конечно. То есть вот эти вот, сейчас еще хочу, вот эту вот штуку, Ух ты! вот, это конкурсная. Это конек-горбунок? Да, Вообще, да, это белая кобылица Сейчас мы снимаем. с коньком-горбунком. То есть вот здесь вот каркас только в несущих линиях. Все остальное, ну вот, вот так вот. Вот. То есть, но это, конечно, минимальные вот эти вот размеры, которые, в принципе, можно создавать из этого материала. Ну вот, я фанат и фанатею. Это прекрасно. Больших тебе успехов. Спасибо большое, что рассказала, показала. Ну а мы пойдем дальше. Всем привет, меня зовут Марина Савастеева, я автор блога «Взрослые девочки тоже играют в куклы». Веду я его почти 2 года, живу между двумя странами, между Россией и Индонезией, на острове Бали. И, собственно, там началась... Знаете, что я скажу? Вот как пиарщик, человек, который много лет в пиаре, с миллионниками общается, с тысячниками и так далее, есть
люди-тысячники, которые вот эту корону носят, да, там, но эта корона, как бы, для них она иногда желает, что, ну, вы, наверное, таких людей тоже встречали. А вот у Татьяны Тузовой эта корона действительно признанная. То есть она сама по себе королева, я считаю так. Ну что, мы едем с выставки. Оля сейчас покажет, что она тут нахапала. Показывай. Ой, сейчас покажу. Нахапала у моей любимой Наташи Зигонбарк. Да, мы с ней интервью записали, как раз вот у нее. Ну, давай сначала о пище. Сначала о пище телесной. Я не смогла просто пройти мимо вот этой шикарной сырной тарелки. У меня очень много сыра в моей коллекции миниатюры. Я, видимо, гранат красивый. Да, я, видимо, маньяк по сыру, потому что мне нужно еще, и я его покупаю. Просто, я вот честно, я Наташу очень люблю как мастера. Я считаю, что она обалденно просто миниатюру делает. Я всегда рада у нее нахапать всякого. Так, что еще? Так, еще взяла 2 маленьких бутербродика. Один такой овощной с помидорчиком, с огурчиком. Второй с колбаской. Тончайший ломтик. Да, с копченой. Вот прям, как мой дядя говорил, французская нарезка, чтобы на просвет было видно. Вот. Так, что еще? Это у нас пища телесная и пища духовная. Я впервые в жизни купила картину для кукол. Ее писала эта же самая Наташа. Я говорила, да, что я ее очень люблю. Вот. Эта картина предназначается для румбокса моих кукол. По моей истории, мои куклы шведы по национальности, и я считаю, что такой туманный нордический пейзаж лесной просто идеально впишется к ним в интерьер. И вот картина прям маленькая, то есть это прям полноценная живопись на мини-формате. Она у меня на руке, чуть шире ладошки. Совершенно. Солнце все слепит. Она абсолютно вразмерная, прекрасная. В общем, я в восторге. Вот. А у меня здесь, сейчас тоже вам покажу. А у меня здесь всякие подарочки. Причем меня нашел подарочек еще с первой территории кукол. Оказывается, они там были. И Гунель все-таки мне его передала. Что очень приятно. Здесь такая вот кукольная футболочка. Вот. Я уже запуталась, что здесь что. Но не суть. В общем, брелочек. Такой. Ну, еще всякие там ручка, бумажки, в общем, там всякие прикольные штучки. Вот. Мелочь, а очень приятно. Так что в целом выставкой мы довольны. Выставкой очень довольны, очень классно. Много интересных, хороших мастеров, много кукол, много миниатюры, много одежды. Ну, просто на любой вкус. Ну что, мы едем с выставки. Мероприятие, конечно, изменилось после первого раза. Мне кажется, Гунель прекрасно справилась с организацией. В этот раз и большое просторное помещение в очень красивом месте. И стенды все довольно свободно стоят. Удобно подойти, удобно посмотреть, удобно поснимать. Много совершенно разных авторов, причем и авторской куклы, и игрушки, и ОАК-мастера, и стенды магазинов, и миниатюры, и вообще все, что угодно, и одежда. Очень здорово. Мне, наверное, опять немножко не хватило зонирования. Вроде бы зонирование было, но все равно как-то какие-то вещи прям очень разрознены друг от друга. Мне, в принципе, понравились мероприятия, которые проходили на выставке. Обычно как-то немножко лень все слушать выступления спикеров, но в этот раз и гости были очень интересные, приятные, и в целом программа шла как-то одновременно ненавязчиво, и ее было видно и слышно из всех уголков зала. То есть можно было пойти наверх посмотреть стенды, при этом видя сцену, слышать, что происходит. То есть так или иначе, в этот раз я была в курсе того, что происходит на сцене. И даже послушала выступление. В общем, прям здорово. Приятно было познакомиться с другими блогерами, с коллегами, можно сказать. И вообще интересно пообщаться с мастерами. Я в этот раз брала несколько интервью. Надеюсь, вам тоже понравилось. Так что оставайтесь со мной, подписывайтесь, ставьте лайки. И смотрите меня на Дзене тоже. Пока!